это Саша Сова, преподаватель вокала. У Måneskin вышел новый трек Supermodel. Надо Supermodel, песня о супермодели 90-х. И они презентовали ее на Евровидении в Турине, вот буквально вот на днях, вчера. Я не знаю, когда выйдет это видео, я постараюсь как можно быстрее. Ну, короче, вот только-только. Эту песню продюсировал Макс Мартин, а это значит, что песня стопудово будет хитом, потому что Макс Мартин — это известный саунд-продюсер и известный сонг-хитмейкер. Песни, он помогал там Ариане Гранде, всем вообще популярным людям, которые когда-либо были популярны за последние там годы. Короче, это очень известный саунд-продюсер, погуглите. Так вот, песня Supermodel, я песню уже слышала, поскольку я смотрела Евровидение, но когда Måneskin выложили песню у себя на канале, она звучала немножечко иначе, сейчас скажу, в чем разница. Во-первых, Домиано был слегка потерян, потом я поняла, что у него что-то с ногой, потому что он прыгал на одной ноге, и он был крайне взволнован, он как-то очень странно себя вел, как-то немножечко дерганно, как-то неуверенно, не во время пения, но видно было, что во время пения ему хотелось большего размаха, ему хотелось как-то больше тусить, угорать, там, не знаю, целоваться с басистом, что-нибудь еще такое делать, но этого не происходило, он достаточно энергично себя вел, насколько это возможно, выступление было все равно очень классным, не таким, может быть, как обычно это бывает, но anyway, очень классно. Он где-то повредил, короче, себе ногу. Давайте с вами вместе послушаем. Я слегка буду изменять видео и аудио, просто потому что, если я не буду этого делать, к сожалению, видео заблокируют. Иногда буду останавливать, я знаю, что многих это бесит, но если этого не делать, видео будет просто удалено, и мне кинут страйк, вот, поэтому... А с монетизацией, знаете ли, сейчас очень непросто, вот, поэтому, да, давайте, не ругайте меня, короче. Узнаете вот эти вот нирвановские, только в другой тональности, рифы? Он здесь использует свой вот этот драйв, свой вот этот вот секси драйв, и в принципе это единственный будет прием, который он, наверное, использует, он практически не поет чисто, но это очень классно, очень редко бывает, когда на протяжении всей песни можно одним и тем же приемом работать, и будет круто звучать. Песня топ просто. Хочется после She's a 90s supermodel, if I was you, I wanna be me too. Хочется этот трек вставить. Видите, он так немножечко скован, да, так. Насчет вот этих подъемов. Yeah, she's a master. Yeah, she's a master. My compliments. Он их все практически сложал на Евровидении. Эта запись уже потюнена. Вот это выступление с Евровидения, которое выложено не на канале Евровидения, я, кстати, не знаю, оно выложено на канале Евровидения или нет, скорее всего нет, надо посмотреть. Оно выложено на канале Måneskin, и оно потюнено. Это не хорошо, не плохо, просто вживую это было чуть хуже. Слышно было его волнение, он прям трясся, слышно было, что он, ему тяжело справляться, и вот эти та-да-да-да-да, yeah, she's a master, все были, yeah, she's a master, он заезжал на них, да, но, опять же, ничего страшного. Он так lonely, бросает прям звук, прикольно. Что там за слова? If you wanna love her! Он расщепляет, но достаточно при этом так дерзко бросает звук, белсит. Клево, классно, очень вайбовая песня, то есть как-то им так удается быть
молодой, свежей группой с дико олдскульным музлом, но таким новым каким-то, не знаю, очень классно. А если вы видели обложку этого трека и всякие превьюхи, сниппеты и так далее, то там действительно Нирвана была взята за референс, и они там в басике, получается, на басике тусуются, и как бы если у Нирваны обложка выглядит вот так, то у Måneskin вот так. То есть это явный референс и какой-то такой стёб. Ну, короче, очень классно. Песня такая довольно стильная, фэшн. Сейчас весь ТикТок взорвется, сейчас все взорвутся, будет она опять. Но честно, как мне кажется, это лучшая пока что их песня, правда. Но лично для меня, мне она правда понравилась, потому что остальные песни Måneskin я как-то слушала по наитию. Меня толпа заставила любить Måneskin, как бы я не фанат вообще. Что там за слова? Every night's a heartbreak. It's a heartbreak. Он, кстати, здесь даже перешел на такой фальцет. Heartbreak! Как-то вот так. И, ну, в случае моем, когда мне это не очень комфортно, не очень удобно петь, у него это будет более высокая нотка, и у него звучит классно. Он прихрамывает так. То есть эта песня, она прям Måneskin в их очень таком небольшом типичном стиле для них, но что-то свежее. Вот здесь, да, вот здесь вот, когда особенно он начал прибавлять громкость на Евровидении, вот второй куплет, второй прихорус он заложил полностью. Ну, это так, чисто для справки. Короче, Måneskin это лучшее, что было на этом Евровидении, правда, честно. Ну да, молодец, прокряхтел, все красиво. Короче, это топ, серьезно. Как я и сказала, что я стала таким фанатом Måneskin по наитию, мне нравится больше образ группы на самом деле, позиционирование, нежели чем их музыка, хотя она определенно стильная, классная, модная, молодежная. Эта песня мне правда понравилась, вот именно я ее услышала, я такая, о, блин, как клево, она так заедает, такие гармонии, вроде такие знакомые, но при этом она не звучит, как будто она стырено, ну, то есть все песни с Евровидения очень часто, я не говорю, что про песни там Зитит Бони, очень много песен, в том числе и в этом Евровидении, они как будто откуда-то сняты и не очень хорошо сняты. Здесь песня явно под влиянием сделана аранжировка, но это не звучит, как будто это... Она, короче, да, то есть это звучит, как будто это вот так и должно быть, и мне очень понравилась песня, я ее определенно добавлю в плейлист, а я мало что добавляю в плейлист, потому что я не очень люблю слушать музыку, не знаю почему. Вот такой вот у меня последнее время загон. Да, в общем, мне очень понравилось, и несмотря на то, что они там слегка налажали, вернее, не они, а Дамьяна, все было очень органично. С точки зрения вокала здесь особо ничего сложного, он поет там, где ему комфортно, он поет в своей тональности, делая иногда какие-то свои классные такие фишечки, особо не напрягается, судя по всему, на таком расщеплении ему петь комфортно, на таком просто драйвке, да. Моя реакция 100 из 100. Напишите, пожалуйста, как вам эта песня. Я, видите, даже подготовилась, чтобы делать реакцию, оделась максимально как шмар, фанатка Måneskin. Да, в общем, да, напишите, пожалуйста, понравилась ли вам эта песня, понравилось ли вам, как выступили Måneskin, понравились ли вам образы Måneskin, вот это вот все, очень жду. Увидимся в следующих видео.